Да, включил. Спасибо. Ну, все, что Мы уже успели. высказались, и теперь включать запись как Ну, раз. если вкратце до записи, что мы успели постановить, это то, что при альфа равное нулю конструкция работает неэффективно по некоторым причинам, связанных с недостижением асимметрии потока воздушного на крыльчатке турбины, которую мы хотим достичь, а также с тем, что при соотношениях диаметров она ведет себя нестабильно при разных, то есть от низа здания к верху, если будет сужение. 30 и 45 наиболее комфортные для нас градусы наклона концентраторов, который позволяет нам рассчитывать более эффективно конструкцию. Вот и все, если вкратце. Да, спасибо. Именно так. Здесь даже не об эффективности идет речь. То есть эффективность – это все-таки абсолютное значение расходов. Да, менее эффективная при альфа-нулевой, но здесь все-таки идет речь о стабильности Ну да, корректней. управляемых режимах, да. Если мы заведомо сформировали поток асимметричный в нужном нам направлении, то у нас во всем диапазоне высот будет заведомо управляемый режим. То есть вот это основное. Ну и по расходам они различаются несущественно. То есть говорить о какой-то эффективности 45-30 градусов превышающей, ну, пока нельзя. Единственное, вот у меня здесь вопрос при 45 градусах, это я смотрю на страничку 11. Да? Все-таки наблюдается вот какой-то локальный режим 0,5. То есть какой-то локальный минимум присутствует. Вот очень интересно, ну, с чем это связано, интересно. То есть при 0,5 перелом и, соответственно, показания выше, что слева, что вправо от этой точки минимума. Ну, есть, конечно, разница для разных углов падения ветра. Вы имеете в виду то, что на этом диаметре жестко отсекаются первые 3-4 точки от оставшихся троих? Нет, не только, а вот все-таки присутствует вот для каждого из углов Ага. вот в этой точке экстремум, то есть минимум. То есть если мы голубой берем при гамма нулевом, при прямом, все в этой точке. Мгм. Желтый берем, все равно в этой точке. То есть чем она особенная, эта точка, именно 0,5? То Ну, есть геометрически что-то такое получается, что в общем, что-то там порыто. да, я понял. Но это чисто из любопытства. Здесь мы не говорим о том, что это какая-то секретная точка, в которой надо долго ковыряться. Просто есть какая-то непроявленная Ну, можно ситуация. То посмотреть, есть в этом если... плане... Нет, сейчас мы на это время тратить, я думаю, не будем. Ага. Смысла не имеет. В этом плане мне 30 градусов как-то более понятен. Здесь семейство кривых, оно кроме 24 градуса, опять который выбивается почему-то в хвосте, где 0,7-0,9. Но оно себя ведет более как-то подобно друг другу. Вот, поэтому дальше 30 и 45 градусов. И следующим этапом я предлагаю уже рабочее колесо добавить. На первом этапе просто простое, без лишних углов наклона. Ну, то есть рабочее колесо, которое вращается вокруг своей оси, и из замечаний то, что параметризовать, вопрос точнее сначала, количество опор, количество концентраторов, оно в виде параметра или сейчас это как нарисовано? Оно сейчас
именно количество параметризовать в одно касание, как, ну, например, варьировать там радиусы, их отношения, так не выйдет. Не то, что сейчас, э, это вообще, к сожалению, мы в этом упираемся в софтину, с которой работает ANSYS в программное Ну, обеспечение, потому что у то есть него графическая часть не параметризуется, да? нет, не совсем. Вот именно число концентраторов это нужно, то есть от числа там Прорисовывать от получается. 5 к 6 модельку нужно будет менять. Внутри одинакового количества концентраторов оно параметризуется легко. От 5 к 6 нужно, конечно, перестраивать модель. То есть это Это я как, понял, да. ну, это не то чтобы А, критично долго или прям вот супер неподъемно, но это не такой быстрый перебор нет, получается, как с вот этими точками. на текущем этапе нам поставлена задача вот именно для пяти, она как-то идеологически утверждена, то есть мы модельку для пяти составим. У меня вопрос именно к рабочему колесу. Вот количество лопастей рабочего колеса, оно как раз надо будет посмотреть для нескольких, потому что у нас а, от количества раб лопастей рабочего Ну колеса да. будет зависеть условная плавность хода. Ну, то есть, а, когда одна лопасть из области потока выходит, следующая уже должна заходить в этот поток, чтобы и подхватить, собственно, усилие, чтобы, а, график момента у нас не содержал провалов. Ну, то Ага. есть, условно Да. так. Я понимаю, о чем вы говорите. То, что Да, и я, поэтому оно может быть разным, да. и И вот я сейчас и хочу спросить, возможно ли для модели вот это сделать, а, там какие-то круговые массивы доступны при создании графической модели? конечно, круговой массив, сам по себе он доступен, но как, внесение параметра его в модель — это вещь недоступная. То есть как, я не знаю, как параметр — Хорошо, это я понял. какая-то цифра. То есть я ввожу 4, модель там Я понимаю, да. перестраивается. Ввожу 10, модель тоже перестраивается. Я вижу даже, ну, то есть как бы, несмотря на то, что мы это делать не можем, на текущий момент решением этого я вижу то, что мы договоримся о каком-то пуле, перечне из образцов для рабочего колеса. И то есть мы хотим посмотреть там условно случай 4, 6, 8, 10, 12 или ну сколько ты там, я М, не знаю, например, пул из пяти я шести вот понял. вариаций. И ну, я это то есть перестроить это вручную, это не 100 комбинаций, это не так, ну, то есть это осуществимо в Ну, адекватных либо сроках. 2 вариант — просто, делать 2 файла проекта: в одном моделька с таким, в другом моделька с Ну, другим. это да, это внутри проекта расчетов это все, конечно, осуществимо, это не будет теряться, это даже, ну, то есть это легко копируется. Просто Да, я это понял, нужно да. будет, Там единственный момент, что это и как раз развилка, если мы потом пойдем менять какие-то еще дополнительные параметры, геометрические, да. то у нас эти изменения будут накапливаться, их придется вносить в каждый файл отдельно. Вот этот момент Ну да, да. потом И дополнительно. да, собственно, Да, ну, это проблема потенциальная. Я пока что я уже понимаю, про что как бы забегая немножко вперед, по мгм. обсуждению этого момента. Пытаюсь сразу какое-то решение придумать. Хотелось бы, конечно, очень лаконично. То есть я здесь 190 случаев довольно осуществимо короткие, адекватные какие-то сроки смог посчитать и получить, потому что у меня каждый параметр модельки здесь — это число, которое я могу как массив варьировать в том же Excel, создать себе нужную табличку, ее вставить, и это все сразу превратится в 190 расчетов, ну, которые посчитать еще нужно будет, но тем не менее. А с Конечно, и хотелось бы операции кругового массива также и располагать как число. Я посмотрю, можно ли это все-таки, покопаю поглубже. Я изначально так хотел уже строить это колесо, не нашел. Даже вот на вот этом этапе Я понял. построения концентраторов я тоже хотел как бы параметризовать, но пока что
пока что не нашел, чтобы функционал... Это было бы слишком хорошо прям. Ну да, да. Но вообще, я так Я, полагаю, я если... еще тогда с другой стороны зайду, обращусь к нашему Борису Петровичу, который когда-то считал вручную ветряки. Все-таки аналитический какой-то есть подход, когда оптимальное число лопастей. Но я боюсь, что здесь ситуация отличается, потому что там были задачи без концентраторов. То есть у них был просто поток без, скажем, непрерывный поток получается. А у нас здесь он прерывистый, потому что асимметричный. И, лопасть рабочая потом постепенно заходит в тень следующей лопасти. То есть у нас вот здесь задачка интересная. Это, Максим, тот случай, когда, помните, тоже один из вариантов расчетных был, когда наблюдались вот эти хлопки, как их тогда называли. Это вот про это сейчас М, речь. Хлопки. Ну, по м, мощности. Ну, то есть, А, там чередовались усилия на лопасти. ну Это я вот понял, один понял. момент. Ага. Да, да. Графики, когда строили, там вот как раз это все видно было. Так, и и вот, кстати, здесь тоже, если альфа нулевое у нас будет, и мы будем рассматривать вот эту конфигурацию, то в определенные моменты времени может вообще в одну лопасть тянуть, другую, наоборот, толкать. Вот этот момент тоже нам не на руку бы играл. О, как слышно. Слышишь, хорошо. Хорошо, тогда следующий шаг. Я узнаю про аналитический подход при определении количества лопастей, оптимизации их, и какой-то вариант геометрии первичный для анализа вот в том же файле добавляю. Мгм. Кстати, Максим, так мы с общим диском не работаем, Яндексом или каким-то, чтобы можно было вот этот выбор, который мы сделали уже за несколько итераций, как-то уже там описывать. А, Сделаем. Хорошо. Хорошо, да. Умысел в том, чтобы наше рассуждение было записано в логике какой-то, то есть последовательной. То есть мы от общей задачи идем к какому-то частному решению с Мгм. какими-то граничными условиями. И вот это вот надо, вот если мы просто еще условно там пару месяцев, мы забудем, почему мы здесь свернули, почему мы здесь вот ограничились. Мгм. 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 Да, все, я Ой, понял. летопись. Записываю, завтра организовываю диск. Мгм. Такс. И а, сейчас мы смотрим на две формы лопасти. Первая, самая простая, это плоская, которая в файле была предложена. Но это именно не оптимальный вариант, уже понятно. То есть это именно для того, чтобы модель у нас понять, как работает. Скорее всего, рабочий вариант лопасти это будет эллиптической формы лопасть, то есть для минимизации лобового сопротивления на обратном вращении. Ну, то есть у нас все-таки разница лобовая должна быть, чтобы снизить потери просто на перемешивание того объема воздуха, который внутри турбины. А вот параметры этой лопасти, соответственно, мы тоже будем определять. Радиус кривизны, то есть фокусы у нее какие-то. Конструктивно уже решение найдено, как это сделать. То есть мы потом сможем оперативно изменять радиус Мгм. и самой кривизны лопасти и расположение ее относительно центра вращения. То есть тут мы привяжемся потом еще и к натурным испытаниям какой-то точки. Так что здесь вроде все стыкуется. Сейчас главное понять в базовой геометрии, как оно работает. Ну вот на тех же примерах, как мы сейчас поняли, что 30 у нас альфа
и 45, они сразу уже лучше, то есть, чем 0. Потому что изначально, вот сколько разговаривали, то есть альфа нулевое было чаще всего, что сейчас понятно, что уже не стоит на нем зацикливаться. Вот. А вопросы какие-то, если, то есть, может быть, что-то еще обсудить. То есть я добавляю геометрию простую, которую мы будем с параметрами следующий шаг исследовать. Алексей смотрит, как параметризовать количество лопастей в турбине в базовом случае. А, И Максим создает документ для общего Да, заполнения. да. Да, все так. Единственное, ну, я там уже для себя выделяю моменты, которые лично по моему профилю пойдут. Это то, что мы не задаем уже вращение этой лопатки каким-то аналитическим вычислением с помощью там Да, tip-speed ratio, как было на нулевом этапе. Мы хотим именно уже связанный расчет кинематики с вычислительной гидродинамикой, аэродинамикой в нашем случае. Поэтому мне нужно будет совершенно верно. какие-то, ну, это внепроектные какие-то предэтапные работы тоже проведу на этой неделе, посмотрю на простом случае, как вообще работают данные решатели в такой постановке, то есть связанная кинематика с, как я уже сказал, CFD, и дам тоже какой-то фидбэк по этому моменту и по параметризации числа лопастей. Да, да. Спасибо, что на это внимание обратил. Да, сейчас вот именно ключевой переломный момент, то есть модель меняется с показательной на, собственно, расчетную, на эффективную. Да, да, это, конечно, ключевое. И вот из такого мне более наглядным виделся вот в такой конфигурации ветра агрегатов я не видел, но это очень похоже на водяное колесо будет, если уж так смотреть. Вот, может быть, даже примеры, рассмотренные моделей для водяного колеса, они и найдутся. Ну, то есть, если задачу просто разбирать. Так Ну да. что направление поиска. Ну, я что-нибудь придумаю. В общем, эта неделя на Мгм. какие-то у меня будет, получается, на исследования, на ресерч, и в конце недели я тоже, ну, если что-то пораньше найду, пораньше отпишусь, но так вот в конце недели дам обратную связь по результатам. Я понимаю, что это какой-то ключевой будет момент в данном исследовании. А у меня еще вопрос по поводу того, что по рабочему колесу я получается, от тебя, Иван, жду обратной связи именно по зазорам, по центральному, по внешнему зазору от рабочего колеса. По Помимо того, параметрам, что... которые Да, нам надо будет учесть в рабочем колесе, да, совершенно верно. окей. И по снимаемым характеристикам это у нас, ну, частота, ну, либо угловая скорость, я не знаю, что, наверное. Нам, наверное, все-таки частота интересна, так как мы потом это все будем. И она привычна, наверное. Получается частота и момент на валу. То есть это вот нам ключевые параметры, которые интересны. Ну, то есть вращательный момент, и все-таки, насколько мне опыт говорит при работе с вращающимися элементами конструкции, все-таки больше говорят о какой-то угловой скорости. То есть либо это радиан в секунду, либо более привычный оборот в минуту. Что-то вот к таким Ну величинам вот приводится. я про частоту вращения, то есть пусть будут это обороты в минуту, то есть это потому что потом нам на частоту вращения, не так, на частоту Но это и поля. есть угловая скорость, грубо говоря. Я понимаю, да, привычные единицы, более привычные. Ну вот, хорошо, если оборот в минуту примем, то да, всем удобно будет, получается. Да, да, просто более привычные. Единственное, что еще надо будет, м, так, как же его оценить-то?
Вот сравнение, получается, линейной скорости, ну, скорости потока и линейной скорости лопасти, то есть, получается, внешней кромки. Это все можно будет сделать. Ну, я понимаю, да. То есть вот переводить-то все просто. Просто это как отдельный параметр нам будет интересен. Ну, давайте сначала какую-нибудь простую модельную задачу Да-да-да, поставим простенькую, потом придумаем. это я все напишу, базовые вещи, которые нам нужны. Мгм. Окей. Хорошо. И всё, вроде все обсудили. Максим? У меня нечего добавить. Да, мне тоже все понятно. Спасибо. Хорошо, тогда всем хорошего вечера, ночи. Да, все. Взаимно. Всем Взаимно. спасибо. Всё, на Максим, связи, запись да, Алексей запись Петрович. пришла.